Неиронично считаю, что третий сезон сериала Twin Peaks Дэвида Линча — это лучшее, что случалось с человечеством за последнее время. Мне сложно описать свои эмоции от увиденного, потому что искусство — это не про пересказ, а про личное восприятие. И я знаю, что при просмотре Twin Peaks, в принципе, любого его сезона возникает вполне объяснимое желание досконально разобрать эту работу, разгадать все загадки, узнать потаенную сторону маленького лесного городка и понять, почему совы не то, чем кажутся. Но, как по мне, иногда загадки должны оставаться загадками. Это не значит, что стоит отказываться от своей любознательности и жажды исследования. Я скорее клоню к тому, что я не разделяю стремление некоторых зрителей поддаваться синдрому поиска глубинного смысла, особенно с учетом того, что творчество Линча мне кажется основанным в большей степени на чувствах, чем на глубоко рациональном подходе. Это можно понять, по крайней мере, из книги «Комната снов», где Линч описывает процесс кинопроизводства. Поэтому превращение сакрального мира духов и вигвамов в привычное и объяснимое пространство не моя история. Этим важным делом займутся без меня и успешно с этим справиться, а я хочу рассказать вам о том, что я почувствовал при просмотре сериала, что почерпнул для себя, и заодно я попытаюсь ответить на вопрос, почему третий сезон сериала Twin Peaks — это очень хорошая штука. И, конечно, дорогие друзья, будут спойлеры, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Когда я начинал смотреть Twin Peaks, я имею в виду первые 2 сезона, то я знакомился с этим линчевским городком в компании с девушкой, которая когда-то была рядом со мной. Да, я понимал, что смотрю классику, но мне было сложно запомнить персонажей, события, и вообще казалось, что мне лично не близка вся эта история с кофе, вишневым пирогом и расследованием смерти Лоры Палмер. Скорее, мне было важно просто хорошо провести время с дорогим для меня человеком. Но хорошо, сказал один зритель, Twin Peaks интересен тем, что в нем никогда не знаешь, когда наступит поэтичный момент. И вот в какой-то свой, определенно поэтичный момент, уже после расставания, я решил пересмотреть сериал заново, вдумчиво. Вы наверняка знаете, как это бывает, а если не знаете, то это даже хорошо, значит, вы не получили такой травмирующий опыт. Все дело в том, что когда вы проходите часть жизненного пути с близким человеком, а потом прекращаете это путешествие по какой-либо причине, то очень многие вещи, которые вы познавали вместе, продолжают напоминать об этом человеке. Поэтому получилось так, что я проникся Twin Peaks'ом только тогда, когда начал всматриваться в детали, пересиливая сам себя. Я начал заново смотреть Twin Peaks, и мне было больно, но с каждой последующей серией я все больше и больше проникался сериалом и постепенно оставлял прошлое позади. И вот я увидел, что агент ФБР Дейл Купер советует радовать себя каждый день каким-нибудь маленьким подарком. Я понял, что майор Брикс не солдафон, а человек, способный на искреннее и глубокое чувство любви по отношению к своему сыну. А судмедэксперт Альберт не такой уж и циничный, ведь он стремится быть в компании Ганди и Кинга, открыто заявляя, что он отвергает насилие. Словом, Twin Peaks имеет множество моментов, где за обыденным и, казалось бы, абсолютно простым находится что-то красивое и поэтичное, западающее в душу. Но мы с вами знаем, что за этим может скрываться и самое настоящее, поистине ужасное вселенское зло. В Twin Peaks есть и то, и другое. Линч в третьем сезоне не изменяет себе и продолжает тему дуализма, которая была развита в «Синем бархате» и первых сезонах сериала Twin Peaks. Внешне красивый фасад и потаенное зло. И если в «Синем бархате», на мой взгляд, борьба добра и зла была выражена компактно, хотя бы потому, что речь идет о полнометражном фильме, то в Twin Peaks борьба двух противоположных начал представлена более объемно. В «Синем бархате» добро какое-то липовое, слишком искусственное. Не буду уходить в подробности, обо всем этом я уже рассказывал в своем ролике о фильме «Синий бархат». Рекомендую посмотреть. Светлая же сторона города Twin Peaks выглядит более натурально, учитывая те действительно искренние, красивые и глубокие моменты, о которых я уже сказал ранее. И в третьем сезоне это получает развитие. Мы обнаруживаем, что Лора Палмер будто бы появилась искусственным образом из-за помощи духов белого вигвама, а тот самый Боб, который мучил нас все первые сезоны, завладевший сначала Линландом Палмером, а затем проявившись в виде двойника Купера, появился во многом из-за создания атомного оружия людьми. Короче, пространства для интерпретации множество, и подобного хватит на отдельный большой ролик. Сейчас мне важно отметить, что в новом сезоне сохраняется классическое столкновение двух противоположных сторон. Но все это слишком серьезно и мудрено. Если говорить на чистоту, то по большей части меня радовал юмор третьего сезона. Причем этот юмор за все это время стал проникать в реальность. Вы только представьте, агент ФБР возвращается из мира духов в настоящий мир и оказывается неким Даги Джонсом на грани инвалидности. В диалоге он повторяет только что сказанные слова, не может самостоятельно передвигаться и доходчиво доносить свои мысли. Это само по себе смешно, что Купер превратился в такого пожилого деда, который ничего не понимает. Но задумайтесь, Даги Джонс — это буквально самоходный 46-й президент США Джо Байден. Я даже сделал об этом мем. Конечно, Линч еще не знал, что Байден дойдет до такого состояния, что он вообще станет президентом, но посмотрите, как все происходит. Все по Оскару Уайльду, буквально. Реальность подражает искусству. Даже Камала Харрис делает пост, где пишет «Love you, Даги». Это просто поразительно, насколько третий сезон спрогнозировал реальность,
реальность или даже более того, сконструировал ее. Во всей этой смешной ситуации с Даги Купером важно и то, что Линч таким образом внедряет в сознание зрителя мысль: Америка может принять тебя любым. Будь ты хоть клиническим идиотом, но тебе всегда найдется место в социальном пространстве Америки, а духи коренных народов тебе в этом помогут. Ты станешь мистером Джекпотом, выиграешь баснословную сумму денег, подружишься с владельцами казино братьями Митчем, а в своей компании ты станешь лучшим работником, и начальник обратит на тебя внимание. Да и в личной жизни у тебя тоже все наладится. Самое главное, чтобы внутри тебя было добро, и тогда все двери в Америке будут открыты для такого замечательного парня, как ты. Хотя бы ради этого нужно смотреть Twin Peaks, и в особенности 3-й сезон, чтобы понимать, каким образом Линч делает свою родную сторону привлекательной. Может быть, и не намеренно. Справедливости ради, сериалом занимался не только Линч, но и Марк Фрост, поэтому мы, конечно, ошибаемся, когда говорим, что Twin Peaks — это произведение именно Линча. Это далеко не так, судя по тому, что Марк Фрост придумывал и новые истории, и даже вводил новых персонажей в повествование сериала. И все же Линч в данном случае выступает своего рода фронтменом, поэтому не удивляйтесь тому, что я упоминаю именно его, чаще всего. Обратите внимание на то, как Дэвид Линч поднимает авторитет правоохранителей, без шуток, это реально так. В сериале ФБР обращает внимание на потустороннее, всегда открыто для познания нового, и говорит через Купера о том, что себя нужно радовать маленьким подарком, как я уже сказал ранее. Ты проникаешься к ребятам из ФБР симпатией. Согласитесь, нас очень сильно притягивает образ самого Дейла Купера. Он напоминает рыцаря старой Европы, который восстает из пепла и сразу становится готовым спасти тебя даже в том случае, если ты уже давно умер. Это очень сильная мысль. Правоохранительные органы помогут тебе даже тогда, когда, казалось бы, все потеряно. И ради этого тоже стоит смотреть Twin Peaks. Дэвид Линч работает с глобальными смыслами и превращает американскую жизнь из тупой погони за прибылью в глубокое проживание действительности. И что характерно, в 3-м сезоне решительный удар по Бобу наносит не Купер, который вырвался из морока, а простой парень из Великобритании, явно не тот, кого ожидаешь увидеть победителем в американском сериале. Кто-то может сказать, что это издевательство над зрителем отдавать такую победу над Бобом в руки простого парня, тем самым игнорируя Купера. А как по мне, в этом тоже есть транслирование смысла. Линч будто обращается к архетипическому сюжету. Простой парень получает артефакт от высших сил и выходит победителем в схватке, которая должна была закончиться плачевно. Это действует на зрителя. Мы понимаем, что и сами могли бы победить Боба, такой вот своеобразный шар Свиборга, если бы к нам обратились духи и дали такой ценный артефакт. Ведь чем мы хуже этого парня, который просто последовал зову Вигвама? 3-й сезон Twin Peaks — это такой слоеный вишневый пирог, где современность перемешивается с уже привычной нам атмосферой таинственного и вечного. В этом сезоне остается место для ребят из старых сезонов. Старая гвардия в виде всеми любимых Купера, доктора Джакоби, Бобби Брикса, Нормы Дженнингс и других продолжает занимать экранное время. Некоторые из них явно подросли, другие умолились. Ну и давайте на конкретных примерах, чтобы не быть голословными. Линч, например, хорошо обыграл духовный рост Бобби Брикса, который не может без слез смотреть на фотографию Лоры Палмер. Он активно принимает духовное наследие отца и вообще показывает себя хорошим человеком на протяжении всего сезона. Понимаете, уже сам этот факт, что Бобби стал кем-то отличным от хулигана, добавляет масштаб. Twin Peaks расширяется не только в пространстве, но и во времени. В каком-то смысле он становится эпопеей, в которой можно прожить жизнь отдельно взятого персонажа вместе с ним. Я очень люблю такие протяженные истории. Ну а мы идем дальше. Шериф Гарри Труман выведен из 3-го сезона по той причине, что исполнитель роли Майкл Онткин отказался от роли в 3-м сезоне, и теперь его место занял актер Роберт Форстер. По сериалу шериф Фрэнк Труман, брат Гарри Трумана. Новое лицо, но органично вписавшееся в общий контекст из-за обыгранной темы с болезнью Гарри. Ну и давайте возьмем, например, мать Лоры Палмер, Сару Палмер, которую играет Грейс Забриски. Можно сказать, что этот персонаж как раз умолился и стал выглядеть совсем уж плохо. Сара имеет проблемы с алкоголем, тупо сидит перед телевизором, и мы не видим в такой жизни ничего светлого. Конечно, вполне реалистичный финал после произошедших событий. Дочь мертва, муж тоже, но нужно отметить еще кое-что. Судя по всему, Сара одержима, причем одержима духом куда более могучим, чем так называемый Боб. И в определенные моменты мы можем увидеть это существо, которое будто руководит поведением Сары. Вообще все это выглядит довольно жутко и даже более чем кроваво, но зато Сара может вполне успешно подрабатывать в рекламе Локалют. По сути, зло в лице Сары — это очень серьезная темная сила.
Зло в лице Сары. Лучше не скажешь. Twin Peaks продолжает оставаться Twin Peaks'ом, так и хочется пафосно сказать, что Twin Peaks — это своя особая вселенная, которая выглядит не менее объемно, чем реальность нас окружающая, и в третьем сезоне это чувствуется. Линч заботливо создает свою космологию, не забывая про причудливые пространства потусторонних миров, существующих по своим особым законам, о которых мы не можем сказать ничего определенного. Это большой талант — сделать мир духов непонятным. Довольно часто встречается обратная ситуация, когда сокрытое пространство выглядит максимально упрощенно и доступно для зрителя. Здесь это не так. Но и Линч не был бы Линчем, если бы в его сериале не было красивой музыки. Большинство эпизодов в конце сопровождается выступлением какой-либо группы музыкантов, и это прям очень красиво. Хорошим поводом для просмотра именно этого сезона лично для меня стало выступление Шерон Ван Эттен с ее песней «Тарифа». После такого чувственного выступления в контексте сериала я, конечно, сразу влюбился в солистку, что часто встречается в среде людей, которые предпочитают обитать в четырех стенах, чем сталкиваться с суровой реальностью, и сразу побежал смотреть Twin Peaks, чтобы встретиться с этим чудесным выступлением еще раз. Я даже не знаю, ребят, для меня достаточно того, что третий сезон очень смешной, местами действительно страшный и тем не менее очень красивый. Он с уважением относится к первым двум сезонам, рождает новые смыслы, конструирует реальность и буквально переписывает историю основной сюжетной линии, если вы понимаете, о чем я. Кстати, я тут подумал о том, что и Линч, и Триер смогли достойно продолжить то, что делали когда-то в 90-х. У Ларса фон Триера получился отличный третий сезон сериала «Королевство», который так часто сравнивают с Twin Peaks'ом, а у Линча получился отличный третий сезон сериала Twin Peaks, который также сравнивают с «Королевством». Это просто сказка, когда два моих любимых автора выдают такие серьезные и проработанные вещи, которые обязательно останутся в истории и уж точно в моей памяти. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Предлагайте фильм на обзор, пишите свои впечатления о третьем сезоне сериала Twin Peaks и подписывайтесь на мой канал. Будем поддерживать связь друг с другом. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч.